В этом видеоролике я тебе расскажу о 6 самых распространенных причинах, по которым мужчины бросают своих девушек или жен. Первая причина – это когда ваши отношения длились не очень долго, и парень так и не влюбился в тебя, а та влюбленность, которая была в начале ваших отношений, она прошла, и он ничего не чувствует к тебе. А так как чувств нет, то и смысла в этих отношениях тоже нет. Его по-прежнему тянет к другим девушкам, он будет с ними знакомиться и искать ту, в которую сможет влюбиться. Вторая возможная причина – это за время ваших отношений он, возможно, тебе говорил о тех вещах, которые его не устраивают в ваших отношениях. Возможно, начиная с тобой отношения, он надеялся, что ему удастся исправить те вещи, которые его не устраивали в тебе. Но он убедился, что это невозможно, что ты не готова меняться, что ты не готова менять свое поведение и взгляды. И он понял, что с такой девушкой создавать семью и вести дальнейшие отношения – это большая ошибка, которая все равно приведет к расставанию. Поэтому не имеет смысла продолжать эти отношения, и он принимает решение бросить тебя для того, чтобы найти ту девушку, которая его будет устраивать во многих вещах. Или, по крайней мере, девушку, в которой будет меньше недостатков, и будут только те недостатки, с которыми он готов смириться. Третья причина – это ты привыкла к нему, ты привыкла, что он всегда рядом, что он твой, и подумала, что он теперь уже никуда от тебя не денется, и начала загонять. Ты начала вести себя по-другому, задевая его самолюбие и эго, постоянно провоцируя его на скандалы, в общем, вести себя недостойно, с чем мириться он не захотел. Ты стала неуважительно относиться по отношению к нему, стала слишком много требовать, слишком много себе позволять, стала высокомерной, не ставя его ни во что, перестала считаться с его мнением, слушать, чего он хочет. И тем самым по чуть-чуть начала убивать все те чувства, которые были у него по отношению к тебе. В какой-то момент его это все достало, и он принимает решение бросить тебя. Несмотря на то, что у него еще остались к тебе какие-то чувства, он бросает тебя. Внешне ты все та же женщина, но тебя как будто бы подменили. То есть, глядя на тебя, он понимает, что ты та девушка, в которую он влюбился, но внутри тебя как будто сидит какой-то вечно недовольный дьявол. Мужчины часто смотрят в будущее, и если он не дурак, то он понимает, что, оставшись с такой девушкой, как ты, он загнется от сердечного приступа или будет постоянно нервничать, начнет бухать или еще что-то. То есть проще помучиться какое-то время в одиночестве, переболеть, разлюбить, встретить другую девушку и завести с ней отношения, чем быть с тобой. Четвертая причина, по которой мужчина может бросить девушку, это он перестает развиваться с тобой. Ваши отношения тянут его на дно. Он не ставит перед собой никаких целей, ничего не добивается. Просто у вас обычная, стандартная семья. Ты любишь выпить, соответственно, за компанию с тобой пьет и он. Может быть, есть какие-то другие привычки, негативно сказывающиеся на его жизни. И он понимает, что, находясь с тобой, ты его как бы тянешь туда, затягиваешь в это все. То есть ему хорошо с тобой проводить время, да, ему тоже нравится выпить, но когда человек хочет бросить пить или хочет бросить какую-то дурацкую привычку, то это должны делать оба человека, а не только один кто-то. То есть если муж бросает пить, а жена при этом продолжает, она его просто соблазняет на то, чтобы он продолжал пить вместе с ней. И когда он понимает, что эти отношения ни к чему хорошему не приведут, у него появляется желание, например, заняться спортом, бросить пить, может быть, начать какой-то бизнес, заняться какими-то вещами, то есть изменить что-то,
Он тебе говорит об этом, что он хочет что-то изменить, поменять, вы вроде это все обсуждаете, все хорошо, но это остается на уровне разговоров. То есть вечером, когда он приходит с работы, ты его опять-таки соблазняешь холодненьким пивом, и вы сидите, пьете, смотрите телевизор, и никак не развиваетесь. Вы просто деградируете. Вы как овощи развалились на диване с пивом и смотрите в какой-нибудь сериал или фильм. Его не устраивает это. И он понимает, что ты не хочешь ничего менять, тебя все устраивает. И также он понимает, что, оставшись с тобой, он просто сопьется, и ваши отношения ни к чему не приведут хорошему. У них нет счастливого конца. То есть нет искры какой-то страсти, вообще ничего. И тогда он понимает, что раз ты не хочешь вместе с ним меняться, то проще тебя бросить, выбраться из этой западни самостоятельно и двигаться дальше, начать как-то развиваться, становиться лучше и достигать каких-то целей. Пятая причина – это ты слишком проблемная. Ты постоянно создаешь проблемы. Ты просто сплошной магнит для проблем, которые ему приходится решать. Он еще не успел разобраться с одной проблемой, как у тебя или у твоих родственников, у твоих подруг или друзей появляется новая проблема, которую ты уже пообещала, что он сможет решить. И тем самым ты его ставишь в неудобное положение. То есть, когда он тебе отказывает, например, говорит, что у него были другие планы на этот день, ты обижаешься или просишь его ответить лично тем людям, которым ты уже пообещала за него, что он поможет. Причем твои планы и проблемы зачастую решить нужно в первую очередь, и ты считаешь, что они важнее, чем какие-то его планы или вопросы. И если он занимается своими вопросами в первую очередь, то ты обижаешься, даже если его вопрос важнее, чем снять соседского кота с дерева. И шестая, самая последняя причина и самая банальная. Это любой пункт из всех вышесказанных, и плюс к этому всему он нашел другую девушку, которая лучше тебя, которая любит, ценит, уважает, считается с его мнением. То есть она во всем просто превосходит тебя. И он начинает испытывать к ней то, чего не испытывает к тебе. Или перестал испытывать к тебе. Или же эти чувства стали намного сильнее, чем те, которые были по отношению к тебе. И помни, что парень не уходит от тебя тогда, когда он тебе говорит об этом. Он принимает это решение задолго до того, как ты узнала об этом. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк под этим видео. Напиши в комментариях, по какой из 6 причин тебя бросал когда-либо парень. И подписывайся на мой канал. Пока!